in the coming paragraphs a description of these three stages of progress in shamatha. И вот в последующих трех абзацах у нас описание упомянутых трех стадий продвижения в шаматхе. More commonly in the Mahamudra tradition, or the modern day Mahamudra tradition at least, в традиции Махамудры чаще, во всяком случае в современной традиции Махамудры, more common is there's a four-stage model is presented. Чаще используется четырехступенная модель, четырехстадийная модель. And sometimes that's actually extended to 5 stages. Иногда она разверстывается до 5 стадий. And most commonly, though, is a 4-stage model. Но более распространена модель из 4 ступеней. And so remember, in the Mahamudra system, in shamatha practice, we are observing the mind. Как вы помните, в системе Махамудры, в практике шаматхи мы наблюдаем за умом. So we're observing the mind and whatever mental events arise in the mind. Мы наблюдаем за умом и за любыми умственными проявлениями, что в уме возникают. And we're going to be doing this shamatha practice tomorrow. Этой практикой шаматхи мы будем заниматься завтра. And anyone who's already had some experience with this practice, И те, у кого уже есть опыт применения этой практики, usually the most common experience initially is для них самое распространенное обычно первоначальное переживание. What we notice is that there's just one thought after the other crashing down in our mind. Состоит в том, что одна мысль выскакивает за другой, а все они обрушиваются на наш ум. And so this is often described as the first stage of progress. Это описывается часто как первая стадия в продвижении. To notice a waterfall of thoughts crashing down in our mind. То, что мы замечаем, водопад мыслей, не спадающий на наш ум. And then if we keep observing, если мы продолжим наблюдать, the amount of thoughts will lessen a little bit. Количество мыслей понемногу уменьшится. Instead of a waterfall of thoughts crashing down, it will be like a fast-flowing river of thoughts. И вместо водопада мыслей, который просто не спадает, получится как бы быстро текущая река из мыслей. And if we keep observing, the amount of mental events slows down. Если мы продолжаем наблюдать, количество умственных явлений уменьшается. So at the third stage, it'll be more like a slow-moving river. Так что на третьей стадии это будет как бы медленно текущая река. And then if we keep observing, если мы продолжим наблюдать, our mind starts to become very still. Ум начнет становиться очень неподвижным. So that slow-moving river then empties into a still lake or ocean. То есть эта медленно движущаяся река вливается в неподвижное озеро или неподвижный океан. So these are usually the 4 stages described. Таковы обычно 4 стадии, которые описываются. The waterfall, fast-flowing river, slow-moving river, and still ocean. Водопад, быстрая река, медленная река, океан или озеро. But here it's condensed into 3. Но здесь все сжато в 3 этапа. So let's have a look at these 3. Посмотрим на них. So first he's quoting Tilopa, great Indian master who was instrumental in passing the Mahamudra lineage. Сперва автор цитирует Тилопу, великого индийского мастера, который сыграл огромную роль в передаче линии Махамудры. Passing that on to Naropa, who then passed it on to Marpa. Собственно, Тилопа передал ее Наропе, Наропа передал ее Марпе. So he says the initial task is like a river in a narrow gorge. И вот он говорит, первоначальная задача подобна реке в узкой теснине. And then he's also quoting here Shan Rinpoche, who's I think a Mahamudra master in Tibet. А затем автор также цитирует Шангу Ринпоче, который, судя по всему, был мастером традиции Махамудры в Тибете. And he says, when the first mental state occurs, there is an unceasing flow of thoughts like boulders rolling down a steep mountain. Который говорит, когда возникает первое умственное состояние, присутствует непрестанный поток мыслей, подобных булыжникам, что катится вниз по крутой горе. And you feel you can't meditate. И тебе кажется, что медитировать не можешь. That sense of the amount of thoughts that are occurring is itself a slightly stable consciousness. Это чувство количества мыслей, что возникают, само по себе является несколько устойчивым сознанием. Before there is any stability, ordinary thoughts spill out. Прежде чем возникнет какая-либо устойчивость, изливаются обыденные мысли.
And even though they are constantly surging forth, they are not recognized. И хотя они непрестанно извергаются, нет их распознавания. And this is actually one of the most common experiences when people begin shamatha practice. Это на самом деле одно из самых распространенных переживаний, когда начинаешь практиковать шаматху. Whether we're focusing on the breath or we're observing the mind, as the case is here. Сосредотачиваемся ли мы на дыхании или наблюдаем за умом, как в описываемом контексте. Often when we begin shamatha practice, we begin with the illusion that my mind is sort of okay. Начиная практику шаматхи, мы начинаем с иллюзии о том, что ум наш, как бы нормальный. I should be able to focus on the breath okay. Да, нормально, я смогу сосредоточиться на дыхании. I think I can look at my mind okay. Да, думаю, нормально я смогу на ум свой смотреть. Okay, maybe sometimes I'll get a little distracted and dull, but I don't think that's going to be too difficult. Ну, конечно, иногда, может, я там отвлекусь, немножко попритупляюсь, но не думаю, что как-то особо сложно будет. But of course, when we sit down and observe the breath, Ну, разумеется, как только мы садимся, начинаем наблюдать за дыханием, or we observe our own mind, или наблюдаем за своим собственным умом, usually within about 3 to 5 seconds, обычно через период от 3 до 5 секунд, we're completely distracted. мы полностью отвлекаемся. And then often it's only minutes later И часто только через несколько минут that we realize that we're distracted, мы осознаем, что отвлеклись, and then we come back to the breath or looking at the mind, возвращаемся к дыханию или наблюдению за умом, and another few seconds later, we're gone again. и через еще несколько секунд мы снова улетели. And of course, when this happens, Разумеется, когда такое происходит, people think, I can't meditate. люди думают: о, я не могу медитировать, не способен. In fact, since I've started meditating, things have got worse. На самом деле, с тех пор, как я начал медитировать, все стало еще хуже. So I must be doing something wrong. Так что я, стало быть, что-то не так делаю. My mind used to be sort of okay. Мой ум раньше был бы как бы нормальным, Now it's getting worse. а теперь он стал еще хуже. And then often what people do is, if they're in a group situation, И часто, когда люди находятся в неком групповом формате, they open their eyes, открывают глаза, they look around, смотрят вокруг, everyone else is very still. все такие очень неподвижные. I'm the only one who can't meditate. Я единственный, кто не способен медитировать. Everyone else is doing really well. Всем остальным все очень хорошо удается. So if this is your experience, Если ваш опыт таков, you can meditate, вы способны медитировать, you're making progress. и вы продвигаетесь. Because as is said here, Потому что, как сказано здесь, the first sign of progress первый знак продвижения is to simply see how chaotic our mind really is. состоит в том, чтобы просто увидеть, насколько хаотичен на самом деле наш ум. We don't realize that until we start to meditate, Мы этого не осознаем, пока не начнем медитировать. because our mind is just distracted. Потому что наш ум попросту отвлечен. But when we have to actually try and focus our mind on a single object for some time, Но когда нам приходится сосредотачивать свой ум на одном объекте на какое-то время, we really get to see how chaotic and out of control our mind really is. мы начинаем видеть, насколько же хаотичен и бесконтролен на деле наш ум. So you can meditate, you're making progress. Так что вы способны медитировать, и вы продвигаетесь. You're at this first stage. Вы на этой вот первой стадии. Very good. Очень хорошо. Then it says, in the middle, it moves slowly like the Ganges River. Дальше говорится: в середине все движется медленно, подобно реке Ганг. And then again quoting Zhang Rinpoche, then it is like a gently flowing river. Consciousness is slow and there are few thoughts. Дальше снова цитата из Шамы Ринпоче. Затем все подобно мягко текущей реке. Сознание является медленным, а мысли возникает немного. So if we're using this practice, shamatha practice of observing the mind, Если мы используем в качестве практики шаматхи наблюдения за умом, we're going to notice that the amount of thoughts that's coming up in our mind will get a little bit less. то заметим, что количество мыслей, всплывающих в нашем уме, немного уменьшится. And we're going to notice a little bit of a gap between when one thought finished and the next thought starts. И начнем замечать как бы маленькие разрывы между завершением одной мысли и началом следующей. Little periods of stillness where there's not really anything going on in our mind. Некоторые периоды неподвижности, в ходе которых в нашем уме ничего особо не происходит. So if that is our normal experience, we're sort of in the middling stage. Если таков наш обычный опыт, если так у нас обычно все и происходит, мы как бы вот где-то на этой второй стадии.
And he says here, that Karma Chakma says, the oral tradition of the spiritual mentors says, И Карма-Чакма пишет, устная традиция духовных наставников утверждает, at this point, the second sensation is like the descent of a stream in a narrow gorge. на этом этапе второе ощущение подобно нисхождению потока в узкой теснине. Sometimes it stays fairly serene, Иногда он остается относительно безмятежным, and sometimes it surges forth turbulently. и иногда изливается бурно. When there is scattering, relax and observe it. Когда происходит рассеяние, расслабьтесь и наблюдайте за ним. When there is stillness, concentrate a bit and rest in that state. Когда присутствует неподвижность, чуть сосредоточьтесь и покойтесь в этом состоянии. This seems to happen to many people. Судя по всему, такое происходит со множеством людей. And then, of course, if we keep practicing, we'll come to the third stage or third state. А если мы продолжим практиковать, то, разумеется, дойдем до третьей стадии или третьего состояния. And Tilopa says the final state occurs when the rivers meet like a mother and child. Про которое Тилопа говорит. Окончательное состояние возникает, когда реки встречаются, как мать и дитя. Chang Rinpoche says, then consciousness remains stable and unwavering like the depths of the ocean. А Шам Римпоче отмечает, тогда сознание пребывает устойчиво и непоколебимо, подобно глубинам океана. Then he's quoting two particular texts here which says, Затем он цитирует два конкретных текста, в которых говорится: by practicing in the preceding way, the flow of subtle and coarse thoughts is cut. Посредством практики в описанном прежде ключе поток тонких и грубых мыслей пресекается, And you remain serenely in a non-conceptual state. и ты безмятежно пребываешь в неконцептуальном состоянии. You have no sense of bodily well-being or of the presence of the body. Отсутствует чувство телесного благополучия или присутствия тела. As I said, is that when we really are reaching the higher stages of shamatha, the sense faculties shut down, become dormant. Как я упоминал, когда мы доходим до высочайшего уровня реализации шаматхи, чувственные способности отключаются, приходит в спящее состояние. You do not feel either the exhalation and inhalation of the breath, nor its cessation. Не чувствуешь ни выдоха, ни вдоха при дыхании, ни их прекращения. The mind naturally becomes joyful, clear, and non-conceptual. Ум естественным образом становится радостным, ясным и неконцептуальным. These three qualities here of clarity, non-conceptuality, and bliss. Это вот эти вот три качества: ясности, неконцептуальности и блаженства. Even in the post-meditative state, you have no sense of the passage of time if you do not pay close attention to it. Даже в постмедитативном состоянии нет чувства течения времени, если не уделять ему пристального внимания. The mind does not succumb to distraction, and even when you are not meditating, the meditative state arises naturally. Ум не поддается отвлечению, и даже когда не медитируешь, медитативное состояние возникает естественным образом. So that it seems as if you are absent-minded. Так что кажется, что ты словно бы пребываешь в рассеянности. With the element of limpidity, с элементом прозрачности, there is a radiant sense of dimensionlessness, присутствует лучезарное чувство отсутствия измерений, like being in the midst of a transparent, cloudless sky. как если бы ты пребывала посреди прозрачного безоблачного неба. That is the final mental state which is unwavering like the ocean. Таково окончательное умственное состояние, которое непоколебимо подобно океану. Now it is not like the ocean in darkness, but like the ocean in the daytime. Это похоже не на океан во мраке, а на океан в дневное время. Those states comprise the main practice of meditative stabilization. So after a sustained period of practice, this, extrasensory perception and so forth arises and they support the vision of reality. Эти состояния составляют основу практики медитативной стабилизации, так что после устойчивого периода практики возникает экстрасенсорное восприятие и тому подобное, и они подкрепляют видение реальности. So we saw that this shamatha practice, on the basis of this, particularly developing the jhanas, мы видели, что в практике шаматхи, в особенности на основе развития дхьян, we can easily develop these five types of extrasensory perception. мы с легкостью можем развить 5 видов сверхчувственного восприятия. It says here they are the support of the vision of reality. Здесь говорится, что они подкрепляют видение реальности. Meaning that shamatha is a support for the vipassana practice when we have a realization of the nature of reality. То есть шаматха выступает в качестве основы для практики випашшаны, в которой мы обретаем прозрение в природу реальности.
And then another quote from, I think, a Kagyu, Tibetan Kagyu master. И еще одна цитата от кагюпинского тибетского мастера. As a result of single-pointedly practicing like that, without distraction, В результате однонаправленной практики, одного только этого, без отвлечения, the body feels well, тело чувствует себя хорошо, the mind is clear, ум ясен, there are no thoughts, нет мыслей, you feel that no external circumstances could harm you, чувствуешь, что никакие внешние обстоятельства не могли бы тебе навредить, and you do not sense the passage of the day and night. и не чувствуешь, как проходит день и ночь. You feel that manifest mental afflictions are inhibited and do not arise. Чувствуешь, что проявленные умственные омрачения сдержаны и не возникают. So we saw that the more stable and clear our mind is, the less or the more difficult it is for mental afflictions to arise in our mind. Мы видели, что чем устойчивее и яснее наш ум, тем сложнее умственным омрачением в нашем уме проявляться. So even though shamatha practice doesn't eliminate mental afflictions, Так что, хотя практика шаматхи и не уничтожает, не устраняет умственные омрачения, it does have the side effect that your mental afflictions will be less strong and arising less often. побочным ее эффектом является то, что умственные омрачения ваши станут слабее и будут возникать менее часто. And then he goes on and says, and numerous apparent qualities arise such as subtle visionary extrasensory perception. И затем он говорит, и возникают бесчисленные явные качества, такие как тонкое визионерское сверхчувственное восприятие. This is called the final mental state, which is unwavering like the ocean, and that is the final phase of shamatha. Это называется окончательным умственным состоянием, что непоколебимо подобно океану, и это окончательная фаза шаматхи. Everything that arises up to that point is shamatha. Все, что возникает вплоть до этого момента, есть шаматха. So it is common to Buddhism and non-Buddhist religions, Так что это нечто общее для буддизма и небуддийских религий, to Buddhism and Bon. общее для буддизма и Бона. Bon, the spiritual tradition that existed in Tibet when Buddhism first came to Tibet. Бона как религиозная традиция, которая уже существовала в Тибете, когда туда пришел буддизм. And it is a path common to the Hinayana or Theravada and Mahayana. И путь общий для Хинаяны или Тхеравады и Махаяны. That meditation is not Mahamudra. Эта медитация не Махамудра. So remember, Mahamudra is realizing nature of the mind, Как вы помните, Махамудра — это постижение природы ума. and Shamatha is simply developing a stable, calm, clear mind. А шаматха просто развивает спокойный, устойчивый и ясный ум. And then again, here we see what we talked about before is, again, quoting, I think, another Tibetan Mahamudra master. И дальше то, что мы с вами уже обсуждали в цитате еще одного тибетского мастера Махамудры. Who says, bliss, luminosity, and non-conceptuality are pitfalls of meditation. Который говорит, блаженство, светоносность и неконцептуальность — это подводные камни медитации. And they can be pitfalls because we end up craving and grasping them. И подводными камнями они могут оказаться, потому что мы в конечном итоге страстно их желаем и за них цепляемся. Or we misinterpret them, this experience, as a realization of the nature of the mind. Или потому что мы ошибочно принимаем их за постижение природы ума. So that's the 3 stages of progress in shamatha that are described in the Mahamudra system. Это 3 стадии продвижения в практике шаматхи, которые описываются в системе Махамудры. Any questions about that so far? Какие-либо вопросы относительно этого? Because now I'd like to look at the standard presentation of the 9-stage model that we have in your diagram at the back. Потому что теперь хотелось бы посмотреть на 9-ричное описание традиционных стадий продвижения в шаматхе, которое у вас здесь в диаграмме в конце, ближе к концу раздаточного материала описывается. Можно, да? Да, вопрос такой, если ты очень длительное время находишься на так называемой первой стадии и тяжело сфокусировать внимание, это не месяц, не 2, 3, 4, 5, и возникает очень много негатива, потом не хочется садиться, заниматься практикой. Какой-то, может быть, совет? Что делать, если ты долго находишься на этой первой стадии, не месяца, не 2, а 3, 4, 5, и все так же сложно сосредотачиваться, и начинается, всплывает негатив, уже не хочется практиковать. Что сделать? When you're stuck on this first stage for a long time,
like you're practicing for 2 months, 3 months, 5, 6, and it's still difficult to concentrate. You're at the same level. A lot of negative emotions appear, and you don't really feel like practicing anymore. Is there any bits of advice in that? One, of course, is to let go of expectations. Один совет, разумеется, в том, чтобы отпустить ожидания. And unfortunately, in our modern society, we tend to be full of expectation. А, к сожалению, в современном обществе мы полны ожиданий. And the more expectation we have, the more we'll actually be blocked from progressing. Чем больше у нас ожиданий, тем больше препятствий для продвижения. And so then we just need to let go of expectations altogether. И тогда нам нужно пересталывать, нам нужно просто полностью отпустить ожидания. And then whatever happens is okay. И тогда, что бы ни происходило, все нормально. And of course, when we talk about progressing in this practice, И, разумеется, когда мы говорим о продвижении в этой практике, then every practice, of course, has two parts. у каждой из практик есть две части. The meditation Медитация and what we do for the rest of the day. и то, что мы делаем весь оставшийся день. So we can be diligently doing this shamatha practice every day for even 1 or 2 hours. И мы можем прилежно заниматься практикой шаматхи даже по 1-2 часа каждый день. But if for the rest of the day Но если оставшуюся часть дня we don't have a lifestyle that supports this, мы не ведем образ жизни, который подкреплял бы практику, поддерживал бы ее, then we're not going to get past the first stage. мы не продвинемся дальше первой стадии. Because our lifestyle is eroding the progress we're making in the meditation. Потому что наш образ жизни разъедает наше продвижение, достигнутое в медитации. So the shamatha meditation manuals talk about how to set up a conducive lifestyle to support the practice. Руководство по медитации шаматхи описывает принципы организации образа жизни, который подкреплял бы эту практику. And to go past that sort of first stage into the middling stages И чтобы продвинуться дальше первой стадии, переходя к стадиям средним, would also require doing some retreats, нам также требуется выполнять определенные затворы, not just a daily meditation practice. а не просто иметь ежедневную практику медитации. So if we do regular retreats plus have a supportive lifestyle, then we can really start to move through the stages. Если мы выполняем регулярные затворы, плюс у нас образ жизни, который поддерживает практику, тогда мы сможем начать двигаться по стадии. Okay, let's have a brief look at this chart now. Давайте теперь кратко посмотрим на схему страницы 30. So this is sort of the traditional 9-stage model that's presented in sutra for achieving shamatha. Это традиционная модель из 9 стадий, которая в сутрах описывается применительно, в сутрических учениях описывается применительно к достижению шаматхи. So there's a lot of numbers in the chart, and the numbers have a description on the opposite page. На картинке много цифр, и эти цифры прокомментированы на странице рядом. So let's just have a brief look at some of these stages. Давайте кратко посмотрим на некоторые из этих стадий. So down the bottom here, of course, we see the meditator with the rope of mindfulness in their right hand, in left hand, and the hook of introspection in their right hand. So this is the two main tools we use in the shamatha practice. В нижней части страницы мы уже видели практикующего, который держит в руках веревку памятования и крюк самонаблюдения. Это два главных инструмента, которые мы используем в практике шаматхи. The elephant is the mind. Слон — это ум. The fact that it's black is symbolizing this laxity or dullness. Тот факт, что он черный, указывает на вялость и притупленность. The monkey is symbolizing conceptual thought in general. Обезьянка представляет концептуальные мысли в целом. And the fact that it's black is symbolizing this excitement, the most common form of distraction. А тот факт, что она черная, указывает на возбужденность, на фактор отвлечения. So we see here at the first stage called setting the mind. И здесь первая стадия, как мы видим, это успокоение, помещение ума. That the elephant and monkey are running wildly ahead of the meditator. Мы видим, что обезьяна бежит далеко впереди практикующего. Meaning that what we see at the first stage of practice is that we really see that our mind is completely out of control. То есть на первой стадии практики мы видим, что наш ум совершенно без контроля. As we
briefly described earlier. как мы уже ранее кратко и описывали. But then if we practice, we'll get around to the second stage called continuous setting. Но если мы будем практиковать, то дойдем до второй стадии, которая называется последовательное размещение или помещение. See, and here we see that the elephant and monkey are not running so fast anymore. И здесь мы видим, что обезьяна и слон уже так быстро не несутся. And they have a little bit of white on the top of their head. У них на макушках немножко белого появляется. And that's symbolizing some stability and clarity. И это символизирует некую степень устойчивости и ясности. So by the second stage of practice, we notice some periods in our meditation where our mind is settling down a little. Ко второй стадии мы замечаем в своей практике некие периоды, когда наш ум немного успокаивается. And maybe we can focus on the object for 1 or 2 minutes sometimes. Может быть, нам иногда удается сосредотачиваться на объекте на 1-2 минуты. But even at the second stage, we are more distracted than we are on the object. Но даже на второй стадии мы больше отвлекаемся, чем пребываем на объекте. If we keep practicing, we get around to the third stage called resetting. Если мы продолжим практиковать, то дойдем до третьей стадии, которая называется повторное помещение. So here we now see the rope of mindfulness is now tied to the elephant of the mind. И как мы видим, здесь веревка памятования уже привязана к слону ума. Meaning that our mindfulness is getting a lot better now. То есть теперь наше памятование становится гораздо лучше. So by the third stage we can hold the object for maybe 5 or 10 minutes. К третьей стадии мы можем удерживать объект до 5-10 минут. And if we become distracted, А если отвлекаемся, we quickly recognize that and quickly come back to the object. то быстро замечаем отвлечение и быстро возвращаемся к объекту. And that's symbolized by the elephant turning the head backwards. Символом этого является тот факт, что слон поворачивает голову назад. Meaning now we quickly come back to the object. В том смысле, и это означает, что мы быстро возвращаемся к объекту. But now we have the rabbit on the back of the elephant. Но теперь у нас на спину слону присел кролик. The rabbit is symbolizing this subtle dullness. Кролик символизирует тонкую притупленность. By the third stage, we can hold the object very well. В третьей стадии мы способны очень хорошо удерживать объект. We rarely become distracted, and when we do, we quickly come back. Мы редко отвлекаемся, а если отвлеклись, то быстро возвращаемся к объекту. So we may be under the illusion here that we've nearly achieved shamatha. И мы можем питать иллюзии относительно того, что мы почти достигли шаматхи. But the quality of our holding still needs a lot of work. Но качество того, как мы удерживаем объект, еще о многом предстоит мечтать, много еще работы необходимо. So now we need to notice when our mind is not very sharp or clear. Теперь нам нужно отмечать те периоды, когда наш ум не особо острый, не особо ясный. So if we don't recognize this subtle dullness, we'll get stuck here and we won't progress. Если мы не распознаем эту тонкую притупленность, то застрянем и никуда не продвинемся. And then at stage 4, our mindfulness is getting very good now. В четвертой стадии наше памятование становится очень качественным. So by stage 4, we can hold the object the entire session without ever completely losing it. С четвертой стадии мы можем удерживать объект на протяжении всей сессии, его полностью больше не теряя. But still a lot of work to do on the quality of our attention. Но еще много работы предстоит нам над качеством нашего внимания. You may have noticed now already in your shamatha practice Вы, может быть, уже в своей практике шаматхи заметили, that you can focus on the breath and think about breakfast at the same time. что можно одновременно сосредоточиться на дыхании и думать о завтраке. So that's a lot of background noise. Много шума на заднем плане. So there's a lot of work on the quality of attention. Так что много требуется работы, посвященной качеству внимания. And then here on stage 5 and 6, we now see the hook of introspection is more prominent. На пятой и шестой стадии, как мы видим, крюк самонаблюдения более явную роль играет. And over stages 4, 5 and 6, we are fine-tuning our attention. И на стадиях 4, 5 и 6 мы занимаемся тонкой отстройкой своего внимания. A little bit like fine-tuning a guitar string. Как если бы, в какой-то степени, как если бы мы настраивали струны гитары. If a guitar string is too tight or too loose, it doesn't play well. Если гитарные струны слишком тугие или слишком расхлябанные, мы ничего хорошо не сыграем.
If our mind is too tight or too loose, it doesn't focus well. Если наш ум слишком напряженный или слишком расхлябанный, он хорошо не сосредоточится. So we're constantly fine-tuning the focus. Так что мы непрерывно тонко настраиваем фокусировку. And then when we get around to stage 7, Когда мы доходим до 7-й стадии, the rabbit's gone, кролик исчез, we're saying goodbye to the monkey, мы распрощались с обезьянкой, there's hardly any black left on the elephant. да и слон уже почти совсем не черный. So now we can easily dispel any subtle dullness or subtle agitation. It's very easy. Так что теперь мы можем с легкостью рассеять тонкую вялость и тонкую притупленность. Как тонкую притупленность, так и тонкие отвлечения. And then by stage 8, all we need to do is put a little bit of effort to start the meditation. К 8-й стадии от нас требуется лишь приложить минимальные усилия, чтобы запустить медитацию. And then it runs effortlessly, without any hint of any subtle dullness or agitation. И после этого она протекает без усилий, без малейших следов тонкой притупленности или возбужденности. And then at stage 9, where we see in the cave, А на 9-й стадии, где мы видим пещеру, then the whole shamatha practice becomes spontaneous and effortless. вся практика шаматхи становится спонтанной и свободной от усилий. And we can focus flawlessly, without effort, on the object for at least 4 hours. И мы способны безупречно, без усилий сосредотачиваться на объекте минимум 4 часа. Still, we haven't got shamatha. Но мы все еще не достигли шаматхи. What happens then is we go through this radical transformation of body and mind. Дальше должно произойти радикальное преображение тела и ума. We get what's called physical and mental pliancy. Мы обретаем то, что называется физической и умственной податливостью. Physical pliancy is flexibility or serviceability. Под податливостью подразумевается послушность, исполнительность. And when we go through this transition, afterwards it's said that our body feels light like cotton. И когда мы переживаем это преображение, как говорится, после переживания этого преображения наше тело по ощущениям легкое, как хлопок, как вата. And so this physical pliancy is symbolized by the person flying through the sky. И эта физическая податливость здесь символизируется человеком, который по небу летит. And then we also achieve mental pliancy, Но мы также достигаем умственной податливости, which means we can direct our mind to whatever we want without any resistance whatsoever. которая подразумевает нашу способность направлять свой ум абсолютно на любой объект без какого-либо сопротивления. And that's symbolized by the meditator on the back of the elephant of the mind, directing it wherever he wants. И символом этого является тот факт, что здесь практикующий сидит на спине слона и направляет его куда вздумается. So this is shamatha in the middle at the top. Это вот шаматха в середине верхней части страницы. And in the last diagram we see the meditator now with a sword in their right hand. А на последней картиночке мы видим, что медитирующий теперь держит в руках меч. So that's the sword of wisdom. И это меч мудрости. So this is the vipassana practice. Это практика випашшаны. So now on the basis of shamatha we use our vipassana practice to cut through ignorance. То есть теперь на основе своей практики шаматхи мы используем випашшану, чтобы прорваться сквозь неведение. And achieve liberation from suffering. И достичь освобождения от страданий. So that's the very super fast, brief description of the 9 stages. Это супер быстрое, краткое объяснение 9 стадий. Any questions about that before we slowly wrap up this evening? Какие-либо вопросы относительно него, прежде чем мы медленно завершим сегодняшний вечер? На каком уровне находитесь? На каком уровне находитесь вы? So what stage are you on? I'm back here somewhere. Я где-то там, в самом низу, ниже низа. But just one comment on that. Но просто, чтобы прокомментировать этот пункт. In general, it's not good to talk about your experiences in the spiritual path in public. В целом, неблагоприятно говорить о своих переживаниях на духовном пути в публичном формате. One reason is, of course, it's often a sign that your spiritual practice is becoming a bit of an ego trip. Одна причина в том, что подобные разговоры стали бы признаком того, что ваша духовная практика стала немножко играми эго. Just sort of boasting at what sorts of experiences that I've had. И вы тогда хвастаете: о, у меня же такие переживания тут были.
then we've just become a spiritual ego. И тогда у нас просто духовное эго возникает. And spiritual ego is one of the worst. А духовное эго это одно из худших вообще. Sign of superiority. Знаки превосходства всякие. And of course, another thing is if we start openly talking about these experiences, we could attract a lot of negative attention. А другая причина состоит в том, что если мы бы начали рассказывать про всякие разные переживания, то много негативно окрашенного внимания бы к себе привлекли. So generally, it's best not to compare notes about where we are with other people. Так что лучше на самом деле не сравнивать заметочки относительно нашего уровня с заметочками такого порядка у других людей. But if we have a personal teacher, Но если у нас есть личный учитель, and we are looking for some advice and guidance, then yes, we can explain our experiences to our personal teacher. И мы хотим получить какое-то руководство, нам нужны какие-то дополнительные указания, тогда мы можем описывать свои переживания, свой опыт своему личному учителю. Or if we have some very close spiritual friends, Или если у нас есть очень близкие духовные друзья, where discussing some of these things can be mutually beneficial and supportive, где обсуждение такого рода вещей может оказаться взаимно полезным и поддерживающим, then I think it's also good to talk about that because you can maybe inspire them and help them. В этом случае может быть хорошо о таких вещах говорить, потому что вы можете вдохновить своего друга или помочь ему или ей. However, in general, I think it's good to be a little bit cautious about openly talking about our meditative experiences. Но, думаю, в целом следует быть осторожными, аккуратными с тем, чтобы беседовать о своих духовных переживаниях.